Все. Так, ну что у нас? 17 часов. Давайте начнем тогда. Начнем, если что там, если кто-то опоздает, посмотрит запись, если будет что-то интересное. Ну, а будет на самом деле интересно, потому что поделюсь своим опытом. И я бы еще хотел, чтобы у нас произошел некий обмен мнениями. Если у кого-то будет желание высказаться, то есть в конце тоже можете там написать, сообщить. И, кстати, можно в этом писать в комментариях, если что, последнему посту прямо под эфиром, да, под постом про эфир можно прямо написать комментарий, я его здесь вижу сейчас на компьютере и смогу, если что, ответить. Вот, так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. И если надо будет, то есть я вас подключу в эфир и там зададите вопрос устно или скажите что-то, свое мнение по этому поводу. Вот. Я благодарю вас, что вы присоединились, очень рад вас видеть. Надеюсь, вы рады меня видеть. В добром здравии. Расскажу вам сегодня будет тема именно про работу с психической составляющей. Да? То есть мы много говорим про тело. Отлично, Надежда. Я рад, что хорошо видно, слышно. Мы много говорим про тело, то есть я говорю про тело, потому что это основа, про живот особенно, да, то есть я говорю про живот, потому что это фундамент, это обязательное условие, в котором надо работать вообще любое патологическое состояние, какое бы ни было, даже если это психическое заболевание, скажем так, да, в любом случае вам потребуется ресурс вашего тела, то есть тело – это наш как бы аватар, в котором мы живем, то есть это то, что служит нам, то, что нам позволяет проживать свой жизненный опыт. Вот. Но психическая составляющая тут также очень важна, и особенно это вот сила нервной системы. Сила нервной системы, способная выдерживать какие-то нагрузки, потому что большинство проблем, и в том числе проблем тела, в конце концов, формирующихся, да, это наша неспособность проживать какие-то эмоции, понимаете, да, то есть эмоция может быть вот такого размера, да, а моя нервная система вот такого, например, размера. То есть вот эта эмоция, она превышает способности моей нервной системы вообще ее воспринять, пережить ее. И поэтому моя психика сделает все, чтобы избежать этой эмоции, чтобы закрыться, убежать. То есть человек, как раз именно в таких состояниях и уходит в курение, в какие-то в наркотики, да, в алкоголь, в какие-то просто убегания, даже просто убегания от темы, например, да, когда с человеком разговариваешь, какую-то тему коснулся, и все, все, у него сознание потухло, он не может воспринять это, потому что его нервная система вот такого объема, да, а эмоция, в которую там ты попал, она вот такое. Также происходит, опять же, управление людьми, да, то есть можно человека, ввергая в тревожность, например, да, в тревожность можно просто его внимание сузить максимально, он будет очень узеньким, вот таким, да, и его потом вот так вот можно как за ниточку вот так вот дергать, куда-то направлять, и туда он побежит, потому что его интеллект, он снижен. Тоже очень такая интересная зависимость, которую еще описал Карл Юнг, да, что чем выше эмоциональный фон человека, тем ниже у него интеллект. То есть интеллект снижается во время нашего эмоционирования. Вот. Я думаю, что каждый с этим в жизни сталкивался и понимал, что когда сильные эмоции, человек вообще не соображает. Ты потом анализируешь, размышляешь, думаешь, что я делал, что творил. Это вообще, то есть это кто был вообще? Это я был вообще? Нет. Понимаешь, что абсолютно там мозг был отключен, интеллекта ноль было просто. Если это было какое-то вот уже повышенное эмоциональное состояние, да, то есть запредельное эмоциональное состояние. Вот. И, собственно, об этом я и хочу рассказать. А рассказать в первую очередь о том, что помимо того, что у нас есть какая-то базовая настройка, да, вот мы говорим, допустим, вот я только что сказал, там вот такая сила нервной системы, да, так же, как и, например, с физическим телом. То есть люди говорят, вот такая вот у меня природа, такая генетика, да. Я уже наглядно, вот многие годы показываю, что это все как бы отмазки, все это как бы глупости, что ты можешь развить свое состояние там, своих внутренних органов, своего тела, да, то есть до совсем других состояний. Изначально оно было вот такое, да, стало там вот такое.
То же самое можно делать и с нервной системой, с нашей психикой, с нашим аппаратом психическим, которым мы взаимодействуем с миром, с которым мы ощущаем мир, воспринимаем мир, как-то его для себя распознаем, понимаем, да, и взрослеем. Собственно говоря, я думаю, что этот вот процесс, он называется взросление. И тот, кто занимается, допустим, как вот с телом взять, да, человек, например, там, ну, не может какие-то элементарные там сделать, допустим, колесо, да, колесо сделать. Он говорит, все, я такой человек, я не умею, но если он постарается, да, и будет потренируется, он с легкостью это колесо будет делать уже там через неделю или там через 2 недели. То есть все это расширяется и улучшается. То же самое и с психическими составляющими, с нашими качествами, с нашими умениями справляться с нашей злостью, с нашей тревожностью, да, с нашими там какими-то печалями и так далее. То есть я уже рассказывал в видео, что обида – это детская эмоция. И вот как раз завершая мысль, да, что можно вообще никогда ничем не заниматься и так и не начать взрослеть, то есть даже не начать взрослеть. А если ты начинаешь что-то делать, какие-то поэтапные действия, то это неизбежно приводит к твоему развитию, неизбежно. То есть можно говорить, да, я умею отжиматься, и ни разу не отжиматься, понимаете? В итоге будут там слабые руки, к примеру. А можно говорить, хорошо, я буду пробовать, я пробую, и через какое-то время, там, через, допустим, месяц тот же самый, да, у меня совсем другое качество физической силы, у меня другие там мышцы рук, они более эффективно работают, и не только там просто, чтобы это выглядело красиво, да, а это просто облегчает нашу жизнь. Вот, собственно, об этом я еще хотел рассказать. Сейчас немножко, я как раз за 30 минут набросал быстренько план. И вот, что хотелось бы сказать, что само событие, как, это все как предпосылки, это предысторию рассказываю. То есть само событие, любое событие само по себе, оно ничему нас не учит. Нас не учит ни книга, ни песня, ни фильм, ни какая-то история. Нас ничему не учит. То есть человек, если вы сейчас, у вас возмущение какое-то произошло в голове, но я объясню, и вы поймете, о чем я говорю. То есть человек может, если он не занимается осознанно, то есть он не использует свое сознание, он не использует свой мозг, значит, его не научат ни события, ни фильм, ни книга, какими бы великими они не были, какими бы наглядными, понятными они не были, это не даст изменений. Изменения даст анализ фильма, анализ истории, анализ книги. И когда человек развил навык анализировать, сознательно осознавать то, что он прожил, почему, например, почему ссора у меня, да, случилась, почему у меня конфликт произошел, почему на меня накричали, почему я накричал, почему я, например, разозлился, или почему этот фильм так тяжело мне смотреть, почему он меня вызывает такое отвращение. То есть, когда человек включает вот эти механизмы сознания, когда он начинает ими пользоваться, вот так они начинают развиваться. И только тогда это начинает приносить свои плоды. Я о том, что недостаточно человеку просто какое-то там количество лет прожить, и якобы там вот он 60 лет прожил, значит он мудрый. Да нет, это может быть очень маленький ребенок, обидчивый, на любую мелочь обижающийся, не понимающий себя, не понимающий окружающих. И по сути ничего не можешь дать, да, там, допустим, окружающим себя людям. Может человек в 30 уже провести какую-то работу над собой, пережить какие-то, ну, какие-то жизненные опыт, да, различные, не обязательно это там потрясение должно быть именно, но уже уметь накопить вот этот анализ ситуаций жизненных и так далее. И вот в первую очередь я хотел показать вам, почему как раз этот, обложка, да, это вот такие вот я симпатичные сделал блокнотики. Вот, и я их для участников путешествий сделал в первую очередь как подарки. И чтобы они остались как сказать, напоминание. То есть здесь такими собранными просто как пометочки на полях, да, условно говоря, про работу с убеждениями на внутренней стороне. А на внешней стороне, сейчас я вам покажу, это вот такая схема, которую мы сейчас, я, наверное, выведу отдельно. Но она здесь зеркально, да, показана, к сожалению. То есть это один блок, это второй блок, и вот здесь третий блок работы с психикой. Это список вопросов, который
которыми можно пользоваться для того, чтобы как раз проанализировать ту или иную мысль на предмет ее вообще адекватности. Что такое адекватная мысль? Адекватная мысль – это та мысль, которая максимально соотносится с реальностью, то есть она соответствует реальности. И мы это можем проверить именно по фактам. Почему я всегда говорю, да, что результат определяет знание? Потому что результат – это и есть адекватная оценка наших знаний, адекватных оценок того, что мы делаем. То есть если я утверждаю, что я там правый, да, такой, или я все знаю там про здоровье, и каждый месяц болею, например, да, или там ежегодно болею, или у меня проблемы какие-то постоянные там с гормональными системами и так далее. Но нужно набраться смелости и признаться себе, что нет, я не знаю, то есть я ошибаюсь, я где-то допускаю ошибку в своем мышлении, и мне нужно это найти. И это становится как бы первичной начальной точкой отсчета, с которой мы начинаем как раз поиск, внутренний поиск. Это и есть понимание честности. Вот когда мы не честны с собой, это детская позиция, понимаете? Вспомните, да, любую, даже, ну, и в себе, конечно, это мы все найдем, обязательно найдем. Но проще всего посмотреть там на ребенка, да, ребенок, когда он не признает какие-то очевидные вещи, то есть взрослый человек смотрит на него и понимает, что, ну, ребенок ошибся здесь, да, ребенок, нет, я не ошибся, нет, я лучше, то есть вот это постоянная иллюзия. И вот эта иллюзия в голове, она нам и мешает как бы развиваться. И вот я буду сейчас рассказывать про, допустим, работу с эмоциями, и вот эта иллюзорность, да, и вот эта детская наша инфантильная часть, она скажет сразу же, ой, да это и так понятно, да, я же, это все понятно, я же, что, мы живем на свете, все понятно. Но на самом деле это такая же иллюзия, то есть как иллюзия, что человек, допустим, говорит, я умею пользоваться языком, или я прекрасно умею думать, да, но скажи этому человеку, ну, напиши коротенький рассказ, допустим, на 10 страниц. И не каждый человек, далеко не каждый человек сможет что-то внятное и осмысленное написать. Ну, даже, не знаю, на 3 странички или на 5 страниц, да, 3-5 страниц. И вот это умение, сможет он это написать или нет, это и есть реальный, ну, реальный фактор, да, то есть может он пользоваться, например, языком, или просто как-то выразить мысль красиво, осмысленно, красиво, последовательно, да, определенно, непротиворечиво и обоснованно. Вот это и есть, в принципе, признаки логического мышления. Поэтому, как предыстория всей работы, нет, давайте так, я хочу дать общую схему. То есть, какие факторы нам важны вообще в работе с психикой. В первую очередь, это логика. То есть логика – это просто мать, наверное. Это как вот основа, как живот, я говорю, фундамент. Да? Логика – это основа основ. Поэтому также большинство людей говорит, да, я умею все, то есть я все знаю, ну, как бы я знаю логику. На самом деле нет. То есть когда... И я о чем рассказываю? Я не говорю, что там я умнее там всех, все не понимают. Я говорю о том, что я к этому... Вот, когда я это начал копать, я думаю, блин, да я вообще ничего не знал о логическом мышлении. Когда я копнул в эмоции, я думаю, блин, я 35 лет прожил, я вообще ничего не знал. То есть вот у меня был период 35 лет, когда я вообще не понимал, что такое, да, эмоциональная свобода, ну, вообще эмоциональный интеллект. И потом начал заниматься, и там за 3 года, допустим, да, уже достиг каких-то результатов, когда я действительно начинаю по-другому коммуницировать, по-другому выстраивать свои отношения, которые, то есть, сейчас выстраиваются на абсолютно другом уровне. Так вот, база – это логика, это очень важно. То есть наше мышление, оно должно соответствовать логике. Вот, кстати, про вопросы, почему я иногда, ну, где-то там с иронией, да, отношусь, где-то отвечаю так с иронией на какие-то вопросы, потому что они нелогичны. То есть, по большому счету, если человек как раз вот понимает логическое мышление, он понимает, что он, задавая тот или иной вопрос, он нарушает структуру логики. Допустим, я говорю о том, что работая с животом, можно привести любую ткань в животе к идеальному состоянию. Человек послушал это и спрашивает, скажите, а с гастритом можно делать что-то? Да? То есть, понимаете, то есть здесь человек не понимает, что нарушение, там, допустим, язвы, да, это нарушение ткани, и это уже включает в себя, то есть называется там обобщенное понятие, да, то есть по структуре это более обширное понятие, там, привести к идеальному состоянию любую ткань в теле, да, чем какая-то конкретика там. Допустим,
дискинезия желчевыводящих путей, или гастрит какой-нибудь, или нарушение в поджелудочной железе. То есть, когда человек обладает логическим мышлением, говорит: о, круто, да любую ткань можно довести до идеального состояния. Круто, буду работать, приведу гастрит к идеальному состоянию, ну, чтобы ткани были здоровые и живые. Но когда человек этого не понимает, у него возникает диссонанс. Ну как же, конкретно же про гастрит не сказали, поэтому я не могу понять, поможет это, не поможет. Это вот простой пример нарушения логического мышления. То есть, когда человек изучает логику, он на самом деле, большинство, вот, поверьте, если бы мы все, вот нам бы всех заставляли бы учить в школе логическое мышление, приводили бы его к порядку, количество ссор, конфликтов, каких-то проблем вообще на любых уровнях, оно бы свелось просто к минимуму, потому что мы бы понимали, что мы говорим об одном, там, в одной категории, об одинаковых понятиях, да, и, соответственно, все бы проблемы решались бы, ну, вот так. А проблема в том, все проблемы начинаются с того, что мы говорим о разном. То есть мы не понимаем в этот момент, что мы говорим о разном. И это одна из больших проблем. Поэтому логика – это база. Вот. Второй краеугольный камень, на котором все это будет базироваться, это убеждение. Опять же, в убеждение соваться, когда ты не владеешь... И вот эти все, что я перечислю, они все будут связаны друг с другом. Все связаны. То есть это такое, что можно во что-то влезть, не понимая структурных единиц там, другого, да. Хотя логика, конечно, сама по себе обладает силой, и, в принципе, вот логику, наверное, можно выделить из этого. Но мы говорим про психику. То есть психика, она вся единое целое. Как вот в организме. Если нарушился отток желчевыводящих путей, все, посыпется все. Посыпется кишечник, посыпятся почки со временем, посыпется поджелудочная. Так же и здесь. То есть если человек начал что-то делать с эмоциями, попытался что-то копаться с эмоциями, но у него развалены убеждения нездоровые. То есть нездоровые убеждения, которые его ведут к нездоровому будущему, то он в любом случае будет, даже вот там прорабатывая эмоциональный план, его будет отбрасывать назад, или он постоянно будет зациклен в каких-то негативных эмоциях. Так вот, для того, чтобы эффективно работать с убеждениями, нам нужно обладать как раз уже логическим мышлением, хотя бы базой, понимать, в принципе, что такое логика, и что, в принципе, мы можем... Ну, для чего нужна логика? Чтобы понимать, мы можем ошибаться в своем мышлении. Вот что самое важное. То есть, если мы начинаем изучать логику, мы понимаем, что мы можем ошибаться, мы можем допускать логические ошибки. И если мы допускаем логические ошибки, это приведет нас к не тому результату, к которому мы хотим. Вот и все. То есть, на самом деле, все просто. И от этого мы отталкиваемся, что если результат не тот, значит, я допустил ошибку. Я должен смотреть, где я что сделал не так. Так вот, убеждение... Потом дальнейшее – это работа с эмоцией непосредственно уже, то есть эмоции, в которых нам надо будет разобраться. Я сегодня, то есть скажу, наверное, вот так поверхностно, то есть я не буду прям расписывать каждую там эмоцию или с каждой работой эмоцию в отдельности. Возможно, об этом сделаю видео. То есть сегодня я хочу вот прям общую картину создать, да, чтобы было это понимание целостности. То есть эмоции. И четвертое – это работа с мыслями, да, то есть это уже непосредственно мышление, то есть понимание мыслей, выделение этих мыслей, понимание, какие мысли создают, какие за собой ведут эмоциональные реакции, в результате которых мы как раз совершаем какие-то поступки. И вот пятый краеугольный в этом, получилось ладонь, классно, отлично, я не планировал, это я вообще не готовил. Но пятым получилось это как раз наши реакции. И вот каждый из этих пунктов мы можем развивать, изучать. Логика – это база, как основа, да, как фундамент. А вот убеждения, эмоции, мысли и реакции, со всем этим мы можем работать. И это очень важно, потому что это начнет по-настоящему менять нашу жизнь, наше здоровье, то есть помогать нашему телу работать правильно. Потому что происходит? Книжку, кстати, логика. Да, вот логика отличная книга. Это прям, ну, я считаю, прям база, которую обязательно реально надо почитать. И вот детям даже дать, ну, старшеклассникам точно нужно обязательно. То есть это Виноградов Кузьмин, 54-го года выпуск. То есть их сейчас переиздают, эти учебники, интересно. Можно купить. Логика для средней школы. Замечательно. Вторая книжка. Симонов «Эмоциональный мозг». Прекрасный вообще человек. То есть, она достаточно сложная. То есть, не сложная, а как бы трудоемкая, потому что
Человек реально писал здесь, не смотрите на ее вот этот фиолетовый цвет, да, это чистый научный труд, то есть это не популистическая литература, не так, что типа там все простым языком объяснено, достаточно трудоемкий язык, но достаточно глубокое понимание вообще причин эмоций. И что я из этой книжки хочу вам рассказать кратенько. Один из таких важнейших пунктов, почему тело болеет от эмоций. Мы недавно тоже вспоминали это, рассказывали, то есть меня спрашивали про цирроз. То есть девушки, вот две женщины приходили с циррозом печени, ни одна из них не пьет, не курит. То есть обе спортсменки. Одна вообще там даула занималась, то есть родовспоможением, йога. Там в 5 утра она на рассвете уже йогой занималась. Цирроз печени, человек умирает. Почему? Потому что глубочайшее эмоциональное отравление. Вот что в первую очередь разрушает нашу печень, разрушает наш организм. Поэтому питание, еда, да, пища, это даже не второе по степени важности на самом деле. То есть люди очень много этому думают, что вот самое важное, что я ем. Огромное количество я вижу людей, которые там, ну, по крайней мере, стараются или думают, что питаются очень круто и правильно, с колоссальными проблемами внутренних органов, колоссальными проблемами в теле. И вот самое разрушительное, что на нас и влияет, это неадекватные эмоции, то есть неадекватная психика, как раз что такое неадекватная, которая, опять же, не соотносится с реальностью, понимаете? То есть, допустим, если мы говорим про застрявшую эмоцию злости, то есть человека, ну, ткнули чуть-чуть, ну, что-то, какая-то там мелочь произошла, а у него не зашкаливающая злость, да, внутрь, даже если он ее, еще хуже, если он ее внешне не проявляет, а у него внутри жесточайшее вот раздражение, жесточайшая злоба прям отравляющая. Вот это самое отравление мощнейшее организма. И вот из этой книги я начал говорить, сейчас завершу как раз эту мысль, что именно здесь описано, что во время повышенного эмоционального фона наш организм выбрасывает кратно большее количество гормонов, чем это требуется организму. Для чего это происходит? То есть для организма, для психики, для животного тела происходит какой-то стресс, и вбросить с огромным запасом какой-то гормональный, ну вот это энергетического всплеска, допустим, адреналина, да, потому что оно не знает, как будет разрешаться данная ситуация. Ну, то есть животное тело, оно чувствует только, что есть какая-то опасность. Оно выбрасывает огромное количество, допустим, адреналина, норадреналина, еще каких-нибудь там гормонов, да, и типа давай разбирайся с этим. Сейчас разберешься, выведем. И вот в норме, то есть его очень много, но это обычно для животного мира, это кратковременное явление, всплеск, решение, какая-то борьба или битва или побег, да, то есть все, животное успокоилось, дальше такого всплеска не происходит, в организме все приходит постепенно в норму. Но человек, как вы прекрасно все знаете, и я такой же человек, который может эмоционировать, который может где-то начать думать о каких-то проблемах. То есть мы можем прямо вообще застрять и утонуть просто в этих эмоциональных состояниях. И вот это самая катастрофическая, разрушительная вещь для нашего тела, для нашей жизни, да, и для нашего вообще, в принципе, ну, существования, для нашего вообще развития, тем более я уж не говорю про развитие, то есть мы тонем просто в этом. И тело начинает разрушаться, потому что, представьте, идет зажим, то есть мы часто люди говорят про зажим, да, но в этот зажим еще помещается огромное количество достаточно жидкости, то есть это, ну, гормоны, это активное вещество, которое является там и питательным, может быть, допустим, бульоном для грибка, к примеру, то есть его избыток гормона, да, и там, допустим, грибок пошел вот в разнос расти. Вот вам, пожалуйста, раковая опухоль, к примеру. Да? То есть человек просто кормит своими эмоциями свою, допустим, опухоль или свою какую-то болячку и прочее. Вот для того, чтобы это усмирить, ну, я сейчас об этом всем рассказываю, то есть что есть механизмы, есть инструменты, чтобы повысить свою, как сказать, прочность своей нервной системы, ее ресурс, ее запас, чтобы она могла справляться с все большими и большими проблемами. Да? То есть если мы начали отсюда, ну, мы отжимаемся. Да, я буду пример с отжиманием. То есть вот мы отжимаемся 3 раза максимум, да, и мы начинаем отжиматься. Вот мы уже 5 раз отжимаемся, вот мы уже 10 раз отжимаемся, вот мы уже 20 раз отжимаемся, вот мы уже там 50 раз отжимаемся.
каждый уровень силы, который человек накопил, будет обеспечивать ему более комфортную жизнь. То есть он в любых условиях он меньше будет уставать, у него не будет там перегружаться тело. И то же самое с нервной системой. Но для этого, то есть мало просто, понимаете, я там книжку прочитал, или я там психолога послушал, или там вот Василий Тарасович эфир классный провел, да, я как будто бы вырос, но нет, я расту только когда я делаю. То есть для этого нужно практиковаться. И не стесняться практиковаться. Иногда это будет глупо. Вот мы проводили в этом путешествии сейчас в Карелию экспериментальный такой один день, 2 дня точнее проводили. Очень круто. Теперь в путешествиях мы 100% это будем делать. Но я рекомендую вам это взять на вооружение и попробовать своих сначала самостоятельно, а потом даже с семьей, даже с детьми попробовать такие дни проводить. Это очень увлекательно и очень полезно. Блин, сейчас об этом рассказать или чуть позже? Ну ладно, я сейчас об этом расскажу, а потом мы как бы еще раз к этому подведем. Допустим, мы провели день тревожности. День тревожности. То есть мы с утра начинаем вообще на любое событие, что бы ни случилось, мы начинаем тревожиться. Допустим, слушай, а будешь кушать? Вот тебе ложка, на, кушай там. Ой, знаешь, мне сейчас так тревожно, а вдруг я этой ложкой там ткну себе в горло, да, и подавлюсь и умру. И на каждое событие, что бы ни происходило, поплыли на лодках. Блин, я сейчас так тревожусь, потому что вдруг лодка перевернется, и мы утонем. То есть на каждое событие прям гипертрофированно начинаем развивать эмоциональную реакцию. То есть начинаем, это по сути как отжимание. Это вот мы начали отжиматься, и то есть как отжимание я просто тренирую свой навык тревожиться. Я то есть становлюсь профессионалом тревожности. И это очень важно. То есть чем выше будет развит ваш навык, то есть вот как если я тренируюсь постоянно, например, на брусьях, на там, не знаю, на турнике, да, через какое-то время я там легко какой-то элемент красивый сделал, да, и более тяжелое что-то сделал. То же самое здесь. Вы на простых вещах тревожитесь, потом действительно случается какое-то событие, которое вас действительно ранит, задевает, цепляет, но ваш механизм уже вот так натренирован, понимаете, вы как гимнаст красивый, и красиво вышли из этой ситуации, потому что вы мгновенно признаете, осознаете, что вы чувствуете. Ага, я тревожусь. О чем? И тут же выделяете мысль, которая стоит за этой тревогой, и спокойно уже можете видеть эту мысль и с ней работать. А что дальше мы будем делать? Потому что проблема людей, что они в это не идут. И очень, это катастрофическая история. Особенно огромное количество, я вижу, людей, когда люди пытаются подменять, делать все, что вы понимаете. То есть человек не справляется со своей эмоцией, и он пытается ее превратить во все, что угодно. И вот заменить, и вот это вот любовь, мы там все хорошо, это все классно, к этому надо только по-честному прийти, когда вас действительно не будет это раздражать, злить и так далее. И это достигается колоссальной работой, это не достигается просто потому, что захотелось. То есть, ой, я не хочу злиться или я не хочу тревожиться, поэтому вот я представлю, да, что я тут такой весь добрый, хороший, замечательный, и вообще у меня не тревожит, как люди часто говорят, да я ни о чем не тревожусь, это неправда, зачастую это абсолютная ложь по отношению к самому себе, или когда человек явно злится, он говорит, не, я не злюсь, все хорошо, я не злюсь, вместо того, чтобы честно сказать, слушай, я сейчас раздражен, меня злит то-то, то-то, но почему этого не происходит? Потому что человек в первую очередь не признает и не понимает сам свои эмоции. То есть он сам себя не понимает, что он чувствует. И уж тем более он не может донести это до другого человека. Поэтому первый такой общий механизм, первое это подпункт, да, это логика. Просто попробуйте почитать. Есть, кстати, классно, вот этой книжки, вот этой конкретного учебника есть аудиокниги, и аудио есть даже файл на YouTube, где можно просто даже по содержанию там тыкать, прослушивать, переслушивать. То есть это очень будет полезная история. В принципе, просто для понимания различных инструментов логических, да, как они работают, какие есть там способы анализа, синтеза, сравнения, там, абстрагирования, обобщения и так далее. Это очень важно, потому что чем лучше будет развит ваш механизм, чем лучше этот будет развит, тем вы будете филиграннее, творчески, красивее работать уже со всем остальным. Например, с эмоцией или с убеждением. Потому что убеждение потребует от вас прям творческого подхода, красивого подхода, интересного подхода, а не просто, что вот как там я должен, типа, что кто-то должен вам объяснить. Нет, именно сам человек должен прийти и
круто разворачивать свою психику. Тогда это будет работать, тогда это останется на подкорочке, и тогда это будет ваш результат и ваше достижение, и именно ваша жизнь начнет меняться, а не потому, что кто-то вам что-то рассказал там, типа, и так далее. Так вот, возвращаясь вот к этой книжке, я даже, знаете, что сейчас попробую сделать? Сейчас я попробую это сделать. Пока вопросов нет никаких у вас, как вы там... Сейчас я попробую включить экран, если получится. Блин, наверное, нельзя. А, нет, есть. Сейчас покажу вам. Так, видно, да? Вот смотрите, я вот сейчас открою вот этот вот слайд. И вот представьте, что это абсолютно три разные специфичные практики. Первая – это вот под цифрами, да, это одна практика. Вторая – это вот эти 4 слова. И третья отдельно – это проверка мысли. Это просто сделано на блокнотике для того, чтобы было... Просто люди увидели и вспомнили. Но чтобы в этом разбираться, нужно четко понять каждую из них. И первую, вот я просто для чего вам это показываю, обратите внимание на вот эту вот среднюю часть. И это, я считаю, база, которой можно было бы начать просто для сбора, скажем так, основной информации. Вот запомните, событие, эмоция, мысль, реакция. Это просто базовая штука. Так, теперь вернемся. Так, как обратно-то вернуться? А меня, кстати, видно? Нет вообще вот сейчас во время трансляции? Или только экран? Или экран и меня видно? А? А, экран не видно сейчас? А, все. Ну, в общем, и не было видно? Блин, жалко. Я вам так показывал там на экране. Ну, в общем, если не видно было, тогда еще раз вот здесь смотрите. Событие, эмоция, мысль, реакция. Это, скажем так, то, с чего бы я рекомендовал начать, просто сбор информации о себе. Это даст вам, это то, что называется, как там, масс-дата или как они там, да, когда, то есть мы просто собираем информацию для ее дальнейшего анализа. То есть можете завести себе отдельную тетрадочку или вот блокнотик, да, такой какой-нибудь, тетрадочку. Делаете 4 столбика в нем, 4 столбика и пишите события, эмоция, мысль, реакция. Обычно пишут сначала мысль, но на самом деле я считаю, что более рационально сначала эмоцию написать, а потом мысль уже выделять. И реакция. Потому что мысль выделить гораздо труднее. Поверьте, это будет одна из самых трудных частей этой практики. То есть просто заводите себе тетрадочку. Либо можете каждый день, если есть время, если есть желание, мотивация, да, ну, всегда можно найти время. Если, допустим, кто-то решит, что ему удобно раз в 3 дня, кто-то раз в неделю. Садитесь, допустим, либо каждый день. Прям садитесь, пишите события. Случилось то-то, то-то. Сегодня, ну или такого-то числа, ну даже не обязательно писать, просто вспоминаете и пишите. Там, вот мне позвонили и сказали то-то. Или я смотрел, там зашел в магазин, увидел по телевизору какую-то новость. Или кто-то мне наступил на ногу. Или кто-то меня подрезал там, в пробке. Или там, не знаю, жена, муж, сестра, брат, дочка что-то сказали или сделали, или я услышал, или подумал. Вот пишем события, случилось то-то, то-то. Дальше пишите то, что проще всего понять. Это будет развивать наш навык. Вот вернемся к отжиманию. Сейчас буквально кратенькое пояснение. То есть вот это вот момент, когда мы начинаем выделять эмоцию, он очень важен. То есть люди думают, типа и так все понятно. Нет, непонятно. Поверьте мне, для психики непонятно. Ей нужно заострить внимание. Тогда это будет развиваться. То есть когда вы будете осознанно задавать себе вопрос, что я чувствую. Или вот когда вы будете анализировать этот момент, ну что я действительно чувствовал, что я почувствовал, вот когда случилось это событие. И записывайте эту эмоцию. Сначала, может быть, у вас не будет получаться, вам будет трудно, потому что не привыкли как раз. Это вы в обыденной жизни мы думаем, что мы все понимаем, все знаем, и рассказы напишем, и в футбол мы лучше всех играем, да, смотришь там, люди телевизор смотрят, а я бы лучше сыграл. По факту, оказывается, не так. Здесь то же самое. Когда начинаешь копать в это, думаешь, ё-моё, я не понимаю, что я чувствую. И вот это вот копание, оно заставит вырабатываться вот этот механизм. То есть наша
наша нервная система начнет все больше и больше наше внимание настраиваться на то, что я сейчас чувствую. И записывайте. Допустим, я разозлился на это. Или мне стало тревожно. Я почувствовал стыд. Я почувствовал чувство вины. Мне стало очень грустно. Я испытал раздражение. Прям пишите в этой строчке. Вот. Третий столбик – это будет самая трудная часть, которая потребует как раз и логического мышления, и какого-то уже опыта, и какого-то понимания. То есть здесь надо будет выделять мысль, которая вызвала эту эмоцию. И это, поверьте, это самое трудное в первую очередь для нашего эго. Потому что чаще всего будет максимально неприятно признать ту мысль, которая вызвала эту эмоцию. Но это важнейшая работа по как раз развитию своего ментального вообще аппарата, сознания, воспитания себя, взросления и подчинения своего ложного эго. Потому что ложное эго будет стараться сделать все, чтобы вы не признали эту мысль. А мысль будет простейшая. Например, типа какой-то конфликт, да, допустим, даже бытовой, просто семейный. И человек говорит, там, я злился, еще на человека начинает наезжать. Ты там делаешь не так-то, ты что-то там то, не то делаешь, там, звучишь не так, делаешь не так, да. И если он сядет записывать, я разозлился, хорошо, мысль, эмоция, злость, да, и мысль какая? И мысль в большинстве случаев придется признать, что я, например, просто хочу, чтобы все было по-моему. То есть я хочу, чтобы все подчинялись мне, я хочу там мирового господства, я хочу, чтобы все мне рукоплескали, или все меня там боготворили, или, в общем, зачастую в человеке вызывает эмоции именно наша инфантильная часть. Инфантильная такая, которая вот требует каких-то вещей. И для того, если мы их не признаем, мы никогда не вырастем, никогда не сможем перерасти это, осознать. То есть как только я это признаю, думаю, и потом начинаешь уже с этим взаимодействовать. Понимаешь, в следующий раз, например, ты записал, допустим, я хочу, чтобы было по-моему. И потом вот это уже для этого дальнейшего анализа и требуется логика. Дальнейшее ты начинаешь размышлять над своей мыслью. Вообще, почему я решил, что вот, допустим, должно быть по-моему здесь? На каком основании, допустим, другой человек, да, со своей волей, со своими интересами должен в данной ситуации подчиниться, вот сделать так, как мне хочется. При этом я, скорее всего, даже ему об этом не сказал. И вот если мы начинаем вот эту работу, то потом вот эти вот паттерны мышления, они становятся все сильнее, 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 и мы начинаем, то есть если на начальном этапе нам требуется тетрадка, ручка, писать что-то, анализировать, да, то впоследствии у нас это в секунду происходит. То есть мы уже в моменте чувствуем злость, пошла злость, почему? Потому что я хочу быть по-моему. Опять во мне, да, разыгрался маленький диктатор. То есть начинаешь уже сам и смеешься просто над собой. Тут уже никакой злости не остается. Но благодаря чему это произошло? Только благодаря тому, что ты признал это в себе. Только благодаря признанию можно к этому прийти. Вот. Поэтому это очень важно. То есть и четвертый пункт – это то, к чему еще следующий этап. Да? То есть каждый из этих этапов – это, по сути, если брать аналогию с институтом, да, у института есть там 5 курсов образования, к примеру. Да? И вот нельзя взять и все в кучу. Невозможно. Невозможно это взять и вот то, о чем, допустим, я рассказываю, все в кучу за один раз там как-то или одной практикой решить. Нет. Это отдельные какие-то навыки, которые все соединяются друг в друга и в конце концов преобразуются в такую классную, в классного специалиста, да, то есть мы 5 лет учишься в институте, ты научился вот этому, там, прикладной механике, да, какой-то там, научился там редуктор чертить, научился каким-то основам физики. В конце концов ты превращаешься в какого-то специалиста, который уже может на практике что-то сделать, что-то зарешать, что-то найти, чему-то научиться самостоятельно и так далее. То же самое здесь. То есть мы поэтапно, развивая определенные навыки психические, в конце концов начинаем быть все более устойчивой личностью и все более, самое главное, да, что мы начинаем более адекватно мыслить. Еще раз, что такое адекватно мыслить? Это значит мыслить максимально приближенно к реальности. То есть когда мы там не обиделись, как говорится, да, вот обиделись, это детская реакция, когда человек не понимает, что обиделся, и он не понимает, на что он обиделся, то есть, а реальная ситуация вообще далека, этот человек там даже не думал никак обидеть тебя, ничего там плохого тебе не сказал, а ты обиделся. Это неадекватная реакция, потому что она оторвана от реальности.
Адекватная реальность, если на тебя человек с ножом кидается, и ты ему прописал, например, да, там, и обезоружил его, это адекватная реакция, адекватная злость. А когда человек шел и что-то сказал там про себя или вообще там подумал, у меня был случай такой, не так, кстати, относительно, я уже не помню, когда, год или два назад, короче, неважно. По Питеру иду, и у меня настроение классное, я в наушниках и пою песню, просто пою песню, смотрю на людей, улыбаюсь абсолютно добродушно. И тут меня догоняет какой-то, значит, то ли дагестанец, то ли там чеченец, ну, какой-то парень такой с Кавказа. И он подбегает ко мне такой: ты мне сейчас что-то сказал? Ты мне сейчас что-то сказал? Скажи, что? Я смотрю на него добрыми глазами, улыбаюсь, говорю: не, я пою. Он такой: ты пел? То есть, понимаете, вот это называется неадекватная реакция. То есть человек идет уже отравленный своими эмоциями, ему кажется, что на него все там нападают, на него кто-то что-то думает там ему. То есть что такое? Это отравленный стыд, то есть это непринятие себя, то есть это страх, да? Страх того, что кто-то что-то там подумает, что я какой-то не такой. Это стыд в первую очередь. Отвращение к себе. То есть непринятие себя. То есть, мне какая разница? Я иду, если я уверен, если у меня нет стыда. Мне кажется, да даже если он там прошел и что-то про меня сказал, какая мне разница? Но здесь это задевает человека, вот, надо выяснить все. И злость, конечно, токсичная. То есть это злость как защита от стыда, и не более того. Это один из примеров. Так вот, чтобы такого не происходило, мы занимаемся вот этими всеми делами для того, чтобы наша психика была крепкая, для того, чтобы она обладала вот этими инструментами. То есть нельзя построить дом, не владея инструментами, навыками, да, там, знаниями, в том числе о геологии, там, допустим, как устроена там почва, будет она ходить, не будет, как фундамент заливается, как стены льются, какие там провода. То есть для этого всего нужны определенные знания. То же самое здесь. Мы не можем выстроить свою психику здоровую, адекватную, если мы не обладаем инструментами. То есть сейчас я вот рассказываю как раз про инструменты. И вот то есть мы записали событие, эмоция, учимся опознавать эту эмоцию. Это тоже сам по себе навык, сам по себе. Даже если вы всей дальнейшей работы не делаете, это уже шажочек. Это уже, когда я начинаю реально хотя бы все лучше и лучше понимать, что я чувствую с каждым днем. Да, я сейчас злюсь, да, я сейчас тревожусь, да, мне сейчас грустно, да, мне стыдно, да, я чувство вины испытываю. Дальше мысль мы вычленяем, находим, какая это. Это самая трудная история, поверьте. По поводу этой мысли я даже, наверное, надо реально отдельное видео записывать, потому что это это прям огромный пласт, огромный. Кажется, такая мелочь, вроде, что там мысли выделить? Нет, это очень трудно и требует навыка. И четвертое – это реакция. Вот в реакцию мы просто пока что записываем и пока не лезем. Это будет, не знаю, 4-5 курс, корректировка реакции. Вот, вначале мы просто пишем. И даже если вы просто будете записывать вот эти вот 4 пункта, и вести какую-то просто таблицу по дням, например. Вы через месяц, через 2 посмотрите, вот откроете этот листочек, да, откроете и такие: ё-моё, серьезно? То есть вы увидите, допустим, может быть такое случится, что вы смотрите и каждый день тревога. То есть это явно неадекватная тревога. При том, что тревога, как и любая эмоция, вполне может быть адекватной. Это нормально, это вообще наши мощнейшие механизмы вообще взаимодействия с реальностью. Но, скорее всего, они неадекватные. По моему опыту, да, это неадекватно. То есть я был отравлен, у меня много чего было. И злости отравленной, да, там, и стыда. Вот, поверьте, ни одного человека в этом списке, включая меня, нет, у которого нет стыда. Но чем вот неосознанный человек, тем больше он скажет: не, я вообще ничего не стыжусь, у меня ничего такого нет. Но чем больше начнешь копаться, я рассказывал это, еще раз повторю, что 2 года назад, почти 2 года, чуть меньше, там 1,5 года назад, я, допустим, откопал в себе стыд в результате вот такого копания, работы внутренней, я откопал стыд быть здоровым, допустим. Я человек, который, то есть, занимается постоянно здоровьем, там, стоял уже там на тот момент, и вот эти 17 минут в ледяной воде, я откопал стыд быть здоровым человеком. Вот такая вот реальность. И за этим стыдом я откопал стыд быть не просто здоровым, а еще и, например, красиво выглядеть, тренированным, тренированное, красивое, здоровое тело иметь. Это вообще ужас. Стыдно просто. Ты мало того, что у людей куча проблем, а ты еще и здоровый, так ты еще и выглядишь круто. Что у тебя там какие-то рельеф, там, бицепсы, там, прочее. И поработав с этим,
у меня появилась мотивация и интерес преобразовывать свое тело. По сути, то есть я получил энергию, я высвободил из этого закрытым стыдом энергии, которая не пускала меня в это. Получил энергию на вот эти преобразования, чтобы я сумел заняться своим телом и делать это в кайф, в удовольствие, без всяких там заставлений. Там все. Ну, понятно, что заставляешь, но это прям по кайфу, в удовольствие. Так вот, ведение этой таблички приведет к вас, вот вы просто на себя увидите и посмотрите, вот он я настоящий, вот он я реальный, вот он во мне, столько злости оказывается, столько стыда, столько тревожности. И вот когда вы на это смотрите, вам надо это признать, и вот тогда уже начать с этим что-то делать. Когда вы на это смотрите, как на чистый лист, ну, как на открытый лист, да, открытую книгу, вы смотрите на себя. Потому что, ё-моё, так я вообще, то есть у меня здесь неадекватная тревога, здесь неадекватная злость, здесь неадекватные какие-то печали, да, о чем мы печались, я даже не понимаю, о чем мы печались. И не могу разобраться. Так вот, это такой, ну, я считаю, вот эта вот табличка, это как бы база вхождения вот в эту работу с психикой. И это основа, потому что вы соберете данные, и уже постепенно, даже собирая эти данные, уже накопится определенный механизм работы. И дальше следующий пункт, то есть вот в этих эмоциях, ну, я немножко перескочил и не упомянул, что с эмоциями сначала надо бы разобраться. Это еще как бы тоже предписание, да, не знаю, как слово вылетело из головы. В общем, ну, неважно. В общем, это перед этой работой должно быть понимание, что такое эмоции. Это вообще с чего начать. Это вот реально. И самостоятельно сделайте это. И с детьми попробуйте это разобраться. То есть просто сесть и понять, написать злость. У меня, кстати, был такой проект. Возможно, я его еще сделаю. Я хотел прям сделать такие красивые карточки. Вот с описаниями, со всем, чтобы их вот как они были, как, знаете, как типа Imaginarium или что-то такое, как игра. То есть чик, вот злость. Что она, про что она. То есть понять, злость вообще, что это такое? Что это за механизм? Что это за инструмент такой у моей психики? Ведь самое важное, надо понять, как и с телом, что люди почему болеют, на самом деле, ну, телесно не занимаются. Вот, допустим, если я могу взаимодействовать со своими органами в любой момент, там, ткнуть куда хотеть, да, потому что я понимаю, что мое тело за меня. Оно служит мне, что оно делает максимально лучше и эффективно все, что может сделать в тех условиях, в которых я его поместил. Оно не болеет из-за каких-то проклятий или каких-то вспышек на солнце. Все это мелочи. И если я это понимаю, то я начинаю сотрудничать со своим телом. То же самое наша психическая составляющая. Вы должны понять, это очень важно. Это, опять же, про убеждение. Это грамотное, здоровое убеждение, которое приведет к здоровым результатам. Что моя психика, она не пытается сделать как можно хуже мне. Она не пытается меня наказать, уничтожить, убить. Она как-то пытается выжить. Она как-то пытается мне помочь. Это я ее загнал в такие условия. И все мои психические инструменты, например, эмоции, это как раз и есть мои инструменты, как мои советники, я уже в видео сказал, как будто бы я царь в своем мире. А это мои советники, которые обшаривают реальность. Они смотрят там, обследуют ее, исследуют, изучают, и что-то мне донесения какие-то приносят. Даже если я их еще не понимаю. Кстати, из этой же книжки, это очень интересный момент. В правое полушарие анализирует эмоции. Правое полушарие, ну, по крайней мере, я ссылаюсь только на книгу в данный момент. Обычно я всегда говорю про свою практику, но если эта книга, да, я говорю, и это вот из этой книги мысль эту взял. Но она мне очень нравится, то есть я думаю, что это правда. Что правое полушарие оценивает эмоции, которые даже невербальны, то есть как бы мозг их еще не понимает, то есть мы сознательно их даже не понимаем. По большому счету, развивая этот навык, это и есть развитие интуиции. Развитие, когда мы уже предугадываем события, когда наша психика считала их раньше гораздо. Это вот про правое полушарие. Левое полушарие анализирует это то, о чем мы говорим. Это сознательная часть, когда мы начинаем, ну, в словах, вербально, вербализированно. Да, вербализированно, то есть через слово пытаться анализировать эмоции. А правое, оно вне вот этой, то есть там чистые абстракции, образы, то есть то есть по сути это мгновенная обработка информации. То есть если здесь еще требуется время, да, чтобы что-то там мысли как-то там слова составить, там, мысль и так далее. И то и она максимально медленно быть у людей, да, это если мы развиваем ее, она все быстрее, быстрее, быстрее мы начинаем этот процесс анализа производить. Так вот,
Что-то я перепрыгнул, конечно, но... мысль была такая, что перестать бояться вот своей психики, перестать бояться своих эмоций. То есть вы должны понять, что любая эмоция, она служит нам, во благо нас. И если она будет правильно работать, наша жизнь будет просто потрясающей. Вот она тут же будет отслеживать какие-то опасности, она тут же будет решать конфликты на месте, помогать нам, в том числе понимать, что мое, что не мое, чего мне отвратительно, что мне не нравится, что мне нравится. Мое именно. Не как кто-то сказал, а мое, вот моей души, что, от чего она вот трепещет, да, от чего ей плохо, от чего ей хорошо, что она хочет. Вот это мы через эмоциональный план, через чувствование приходим к этому пониманию вообще. И поэтому этот механизм очень важно развивать, чтобы мы все больше и больше как бы соприкасались с глубинным собой, с глубинным пониманием себя. И вот ведя даже вот эту табличку, это уже база, это огромная база, с которой уже можно будет работать. И вот первое, это эмоции, разобраться с эмоциями, да, понять, что они не враги, что у злости есть какая-то задача, например, защищать меня или защищать мою территорию, мои границы. У тревоги есть задача предугадать какую-то опасность. У печали есть задача расстаться с чем-то прошлым, чтобы мы не тянули все это на себе, вот так, весь этот груз, да, каких-то тяжелых событий, начиная от мелочей каких-нибудь там, ну, допустим, не знаю, там, телефон потерял, да, и вот ходит человек год об этом переживает. Вместо того, чтобы отпечалиться и забыть. Ну, до уже серьезных вещей, конечно, потеря близких там людей или какие-то ну, такие, ну, это самое, наверное, такое тяжелое, да, событие, которое переживается людьми. Вот. Стыд, да, понять, для чего мне стыд нужен, для чего стыд как социальное чувство есть нужен, да, для чего чувство вины есть и так далее. Интерес как работает. И вот, кстати, интерес – это очень важная эмоция, которую надо развивать, и через которую сознательно мы можем волевым усилием можем направить вот через эмоцию интереса войти в любую работу. То есть пойди вот в ту же самую работу с психикой через интерес. Блин, интересно, а чего во мне такого нет? То есть без вот такого, типа, какой я ужасный, отвратительный. Нет, да интересно, прикольно, по фану. В общем, наслаждайтесь этой работой. Она принесет потрясающие плоды. Так вот, разобрались с эмоциями, дальше нам надо разобраться с мыслью. Потому что мысль даже, ну, тем более поначалу, вообще не переживайте, вы наверняка будете какую-нибудь дичь писать. Вот прям, я уверен, которая будет как бы неэффективна, может быть, даже вообще не по делу, может вообще не про эту эмоцию, потому что вы будете пытаться обмануть себя, что-то придумать, какую-нибудь ерунду, которая бы красиво выглядела. Там. Но нет, тут надо прям больно себе, как вот надо боль найти. Ну, это я так утрирую немножко, но надо понять, что вызвало реально эту эмоцию. И вот, когда выписав эмоцию, у меня здесь вот есть еще один пункт, да, на вот этой части. Это как раз вопросы для проверки адекватности мысли. Это просто один из примеров. Это, по сути, пример логического мышления, логического осмысления своей мысли. Но есть конкретные вопросы, которые помогают нам понять, эта мысль, она как раз соответствует действительности, она приближена к реальности. И, соответственно, она адекватна или нет. И вот такой работой может совершать только уже взрослеющий человек или взрослый человек. Ну, я думаю, что взрослеющий. Давайте, я просто считаю, что мы маленькие дети, и нам далеко до взрослых, поэтому мы как бы учимся взрослеть, да, через эту работу, чтобы наша психика становилась реально взрослой, адекватной. Так вот, такую работу может человек уже совершать, который может подвергнуть сомнению. А это очень важно, потому что ребенок не подвергает сомнению. Ничего, я все прав, я все знаю, я лучше всех все знаю, я правильно все думаю, я правильно делаю, все. То есть, как бы, это от ад, если сейчас книжку тоже читаю. То есть, это уровень ада. Вот, то есть, отсюда выхода нет. Но если вы уже подвергаете сомнению, думаете, так, ладно, хорошо, я разозлился, мысль такая-то, такая-то, а мысль это адекватна или нет? То есть я адекватно разозлился или нет? Я адекватно тревожусь или нет? Я адекватно стыжусь, да? Или я отравлен стыдом токсичным, абсолютно неадекватным? Или чувством вины? Вот для того, чтобы это разобрать в себе и отпустить, вам и нужно эту мысль, которую вы вычленили в третьем столбике, проверить, осознать, она адекватна или нет. И вот здесь там я могу быстренько пробежаться какие-то пункты. Допустим, первый пункт один из самых важнейших. Что свидетельствует за, что свидетельствует против. Да? То есть пишите мысль такая, ну не знаю, там,
И я самый ужасный человек на земле. Вот, допустим, я испытал чувство стыда и понял, что моя мысль именно такая, допустим. Или что я умру. Ну, или вот я вообще ужасный, да, или я ничего не умею. И выписывайте, что говорит за, что говорит против. И пишите, допустим, против. Блин, ну вот я вот это умею. То есть факт. Реальные факты, которые соотносятся с реальной действительностью. Я вот это умею, я вот это умею. Блин, а я еще вот это умею. А вот здесь, а мне еще вот так. Блин, вообще классно. И ты, проводя такую работу, ты понимаешь, что мысль твоя неадекватная. Что мысль, что я ничего не умею или ничего не достоин, что это явно неадекватная мысль. И не бойтесь в эти мысли копаться. Вот я не просто так говорю это. То есть поверхностное изучение, когда человек не подготовлен, он все эти мысли отвергает. Нет, нет, таких мыслей во мне нет. А я вам скажу, что они на 100% есть. И что я ужасный человек, или что я недостойный чего-то, или что мне стыдно, или ужасно. Да наполнены вот этим дерьмом постарались как бы там и детский сад, и родители, и школа, и социум. Мы потом самостоятельно в это вообще с удовольствием полезли нагружать на себя все это дерьмо. Теперь вот пытаемся это все выскребать из себя. И поэтому мы работаем и с телом, да, физически это выскребаем из себя, прорабатываем, восстанавливаем все это, все, что мы нарушили. И вот психологически мы тоже из себя должны это достать. И поэтому не стесняйтесь, даже лишний раз лучше поработайте. Даже вот вы предполагаете, что этого нет, а лучше с этим поработайте на всякий случай. Польза будет 100%, а вреда точно не будет. Если вы даже просто предположите, что... То есть можно предположить, что, блин, почему у меня, например, вот такая проблема, или почему я не могу достигнуть чего-то, решить какую-то задачу в своей жизни, добиться чего-то, чего я бы хотел. Скорее всего, там стоит какое-то неадекватное убеждение, на 100% стоит, ну, на 99,9. И вот это убеждение базируется на вот какой-то такой мысли дикой. И вот с этим надо покопаться и вот погонять ее. Вот, и уже следующий этап, когда вы, то есть это я вот рассказываю общую структуру, да, что на самом деле это, вот эта работа, она будет занимать несколько лет точно, то есть, ну, и я надеюсь, до самого конца нашей жизни, поэтому это прекрасно, развивать этот механизм, становиться все более филигранным и точным в своих ощущениях, в своих пониманиях себя, в своих пониманиях мира, в своих пониманиях, чего я хочу, как этого добиваться, что этому преграды какие есть, что я себя как придумывала, что по-настоящему есть и так далее, развивать свои какие-то качества. Это замечательно. Поэтому не так, что типа мы недельку что-то писали, да, и все классно. Или типа, ой, а почему ничего не работает? И не будет работать за недельку. Ну, точнее, будет, но вы даже этого не увидите, не поймете. А если вы продолжите эту работу, то со временем это принесет, ну, просто потрясающие плоды. Просто изменение жизни кардинальное. Так вот, следующий этап, это уже как бы, я говорю, старшие курсы института, это когда мы уже подходим с тем, а как я реагирую, да, то есть как я могу поменять свои реакции. Я могу и это поменять. Если я 20 лет орал, или там в машине орал на водителей, или ссорился там с женой, или там орал на детей, я могу это поменять, если захочу. И это большая уже работа по изменению реакции, да, то есть когда мы, ну, когда она может происходить? Когда мы осознаем свои эмоции и осознаем мысли, которые вызвали эти эмоции. Только когда человек уже имеет базу, имеет основу и имеет понимание того, как он мыслит, на каких убеждениях эти мысли строятся и как он эмоционирует, он может понять, почему я реагирую, адекватно я реагирую или нет. И уже с этой реакцией что-то делать. Но об этом, наверное, мы уже прям много, да, час целый прошел. Что-то я задержался. Поэтому, да, наверное, об этом уже не буду. Но это заключено больше вот в этих 5 пунктах как раз, которые включают в себя все предыдущее, по большому счету, вот, но позволяют еще поставить себе задания. То есть это тоже для своей психики очень интересная история творческая, но я о ней, наверное, в другой раз расскажу. Также мы не поговорили про убеждения, что тоже очень важно. То есть, понимаете, я хочу в завершении как бы какой еще раз акцент сделать, что работа с психикой – это не что-то одно. Это не какое-то вот одно магическое действие, которое вот поделал или почитал, и все классно преобразовалось. Это институт, это набор. То есть наша жизнь – это вот институт. Мы должны научиться вот этим навыкам, вот этим навыкам, вот этим навыкам, вот этим навыкам. А каждый навык развивается только когда мы им пользуемся, да? Когда мы пробуем, когда мы практикуем, когда мы занимаемся этим. Так что вот здесь очень важно
понимать, что структура психики, она состоит из пластов. И каждый требует своего навыка. И вот мысли, если мы вернемся, да, к этой структуре, сейчас, чтобы она наглядно была. То есть вот к этой структуре, вот в виде события, событие, эмоция, мысль, реакция, да, то событие происходит в соответствии тоже к нашим внутренним мирам. Эмоция – это первое поверхностное, что мы видим, да. За эмоцией стоит мысль, которая ее вызвала, а мысль стоит на убеждениях, которые как установленные программы в нас живут. У меня был когда-то, несколько лет назад, прямой эфир, да, про убеждения как раз. То есть убеждение – это то, что и создает эти мысли. И с убеждениями тоже важно работать. Это тоже такая объемная работа. Потому что копая, мы потихонечку и приходим к этим убеждениям. Вот. Ну, я думаю, что на сегодня хватит. Мы уже целый час с вами разговариваем. Давайте вот у кого-то, если есть вопросы, вы либо напишите их в пост. Надо было выбрать окно. Понял. Виталий, ну, я не разобрался с непривычки, у меня тут 2 монитора. Если сейчас у кого-то еще какие-то вопросы остались, или кто-то что-то хочет сказать, давайте озвучьте их, или напишите, или вот можете там, не знаю, тут поднять как-то руку можно, я вам дам, включу микрофон, если хотите что-то выразить. Если нет, то давайте завершим на сегодня, чтобы и ваше время не тратить, и я думаю, что я уже сказал достаточно на сегодня. Но помните еще, что здесь еще не сказано про работу с убеждениями, это важно. И что еще не сказал, что-то еще не сказал. И про изменение реакции. То есть вот пункт на следующий раз, может быть, еще один проведем. Так, вижу, так. Давай, можешь включить, Надя, включи микрофон и можешь задать вопрос или сказать что-нибудь. Надо там нажать, включить микрофон. Слышно? Да, сейчас слышно. Добрый вечер. Меня заинтересовала эта практика, когда вот надо, на всякое событие проживать там тревогу, да, тревожность. То есть понятно, твои действия, вы описали. А окружающие как себя должны вести, или они не должны обращать на это внимание? То есть должно быть какое-то либо взаимодействие? Ага, хорошо, спасибо. Слушай, да, я же вообще я еще хотел рассказать про второй день. Мы там день злости еще устроили. Вот это было более опасно, чем тревожность. Да, конечно, это требует подготовки, то есть поэтому я говорю, сначала человек должен быть как бы понятен и уверен, чтобы содержать. Вот, допустим, если мы говорим про работу с детьми особенно, да, конечно, ты должен понимать, как, если что, регулировать эти процессы, потому что, может, допустим, если ребенок не понимает, он может в неадекватную уйти эмоцию или неадекватное ее проживание. Поэтому это важно. Взаимодействие с людьми важно. И, конечно, когда есть какой-то навык у людей, допустим, 2-3 человека это делают в группе, да, у них есть какой-то навык, или хотя бы один человек, который может направить, подсказать, то это будет более грамотно, разумно. Я думаю, что в таких условиях это и надо проводить, конечно. То есть, если никто из участников не понимает, как это делать, то это вряд ли... это, наверное, не будет там сильно как-то плохо, но это не будет эффективно, скорее всего. Вот. Почему? То есть, как раз недавно, кстати, практика показала, то есть, какие есть ошибки. Люди находят... Важно, 3 пункта. Я о них как-то говорил в видео. Антон Махновский про это классно рассказывает. Это 3П. То есть, первое – это признать эмоцию. Второе – это прояснить эмоцию. Что такое прояснить эмоцию? По большому счету, это и есть выделить мысль, понять, о чем эта эмоция. И третье – прожить. И то есть, у любого этого пункта можно делать как грамотно, как, скажем так, филигранно, да, здорово, творчески, интересно и с пониманием, так и абсолютно неграмотно и, более того, даже иногда разрушительно. Да? То есть можно человек, допустим, либо признал, но не может понять, не прояснить ее не может, или признаться не может в этой эмоции. Да? И потом пытается как-то ее проживает тоже неадекватно, к примеру. Поэтому это важные такие моменты, и это очень хороший вопрос, спасибо прям, что задала, потому что тревога, приведем пример про тревожность, да, то есть важно признать тревожность, то есть я тревожусь сейчас,
Не так, что не-не-не, я не тревожусь, все нормально. Нет, 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 погоди, не убегай, ну-ка за хвост ее. Я тревожусь, действительно. Ну, посмотри на меня, тревога, да? Так, я тревожусь. А о чем я тревожусь? О чем ты пришла, тревога, да, мне рассказать? И вот здесь очень важно проговорить дальнейшее, то есть мысль. То есть мало просто сказать, я тревожусь о том, я тревожусь о сём, я тревожусь об этом. Нет, этого мало. То есть надо прояснить ее. Надо именно в логическое поле ее вывести, в поле вербальное ее вывести. То есть мы ее тогда из вот этой тени, да, где она там что-то шурудит в нашей психике, мы ее достаем в сознательное поле и смотрим на нее. И дальше мы уже решаем, что с ней делать. Поэтому, когда мы это проговариваем, уже появляется уже какое-то понимание, что с этим делать. Потому что тревога, да, чаще всего, ну, какие-то основания для тревоги всегда есть. И это нормально. И вот когда мы ее проясняем, мы уже начинаем понимать, так, ну я же могу вот это сделать, да, чтобы, допустим, ну как подстраховаться, условно говоря. Ну, вот взять пример там. А вдруг лодки перевернутся? Ну, на нас же жилеты, и сейчас не зима, и вода не сильно холодная. Мы же не умрем. То есть, да, такое может случиться, но я принимаю это. Такое может случиться. И когда мы это признаем, да, то есть нашей психике сразу становится легче. То есть она уже не тянет этот груз тревоги на себе вот в этом незримом поле, да, которое иногда вообще раздувается, и вот тогда она высасывает просто энергию из человека. А когда мы здесь начинаем тревожиться, вот очень важный момент, что нужно проговаривать именно мысль, которая стоит за тревогой. Поэтому день тревожности мы проводили так. То есть, а я сейчас тревожусь, что случится то-то, то-то, и будет то-то, то-то, а произойдет то-то, то-то. То есть это очень важно. Не просто, да, я тревожусь. А я сейчас тревожусь, что ты вот дернешься, и мой телефон улетит за борт, я не смогу позвонить, или я не смогу посмотреть свои любимые ютубчики, да, или посмотреть свои какие-нибудь видосики, и умру. И если вы гипертрофируете, даже это еще смешнее будет и полезнее. Можно прям гипертрофировать эти вот прям до абсурда доводить даже какие-то состояния. Прям не стесняйтесь, не бойтесь этого. И это будет весело. К обеду мы просто ржали все над тревогами, над своими и собственными, и друг над другом ржали. То есть, да, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Там я тревожусь что-то, у меня попадет в горло, и я умру там от чего-нибудь, там, не знаю, пыль, муха залетит, все, у меня глаз вырежут, и я останусь без всего. Мы тем самым тоже свою прям психику начинаем разгружать. И главное, что в реальной уже опасности, это же как тренировочка. И в реальной тревоге мы уже знаем, что делать. Понимаете, мы вооружены, мы понимаем, что с этим делать. Поэтому вот с тревогами ну, гораздо проще во взаимодействии с третьими лицами, то есть с семьей, с другими, можно подсказывать, помогать вот с детьми, да, как бы да, ну, вместе с ними произносить тревожность. А чего? Ну, или наводящими вопросами, да. То есть я тревожусь, что то-то, то-то. То есть, и дальше что? Ну, и дальше. Вот если это случится, что произойдет? То есть, допустим, помогать ему проживать это. Или осознавать, в чем именно эта тревога. Потому что тревога, вот я как сказал, пример, да, на самом деле, допустим, потерять телефон, это что я останусь там без видосиков, или мне не с кем будут переписываться, да. Вот они, ну, как бы, ключевые вещи, до которых не так сразу-то приходишь к пониманию этому, что ты этого боишься, что у тебя есть эти тревоги, и это важно признавать. И вот второй день мы проводили День злости. Это тоже было достаточно весело. Вот День злости, он более требует, на самом деле, знаний, уже навыков, опыта, потому что очень важно злиться не на человека. И это вообще, вот сейчас я это очень важный момент расскажу, потому что это вообще для жизни очень важные вещи. Потому что когда мы привыкаем злиться на человека, мы неизбежно в своей психике все ниже опускаем этого человека. И постепенно образ этого человека, он становится настолько мизерный, что мы уже даже не понимаем, а почему мы его любили и почему мы его должны любить, допустим. Да? И это трагедия, на самом деле. То есть трагедия отношений, когда ну, люди не понимают уже, что, почему. Одна из причин, это то, что мы привыкли злиться на человека. А вот навык злости, когда мы каждый день, то есть вот этот день злости, который мы проводили, мы также с утра, как с тревогами, начали на все злиться. На все подряд, вообще на все, неважно. Делать это веселее, творчески. Это как раз и есть тренировка, чтобы в реальной ситуации у нас уже был навык, он уже был как закрепленный. Так, я злюсь потому-то, потому-то. Я могу об этом сказать, если я это понял. Так вот, злиться нужно, учиться, развивать этот навык. Не на человека, а, например, на то, что он сказал, на то, что он сделал, на какое-то отдельное качество. То есть мы выделяем какой-то кусочек маленький из человека и на это злимся. Разрушили все это. Но человек остается неприкосновенный в нашей психике.
И тогда то есть мы говорим для себя, в первую очередь для себя самого. Но если я для себя это скажу, я могу и для другого человека это сказать. Я тебя люблю, но меня сейчас злит то, что ты так говоришь. Или меня сейчас раздражает то, что ты вот это делаешь. Потому что, и вот дальше очень важно, вот почему я вам это все расписывал, чтобы этот навык, он автоматом был в голове. То, что мы выписываем, я злюсь, потому что, например, я злюсь на тебя, вот видите, привычка, да, дебильная, вот она, к сожалению, это прям яд, его надо выкорчевывать из себя, я злюсь не на тебя, я злюсь на то, что ты сейчас так громко, допустим, цурпаешь или бьешь ложкой по стулу, потому что я хочу посидеть в тишине, понимаете, то есть мы озвучиваем здесь ценность, которая не удовлетворена, которая мне сейчас важна, потребность, да, я хочу быть в тишине, а ты сидишь и бьешь там ложкой. И я говорю, я злюсь не на тебя, я тебя люблю, ты для меня любимый человек. Я злюсь на то, что ты бьешь ложкой, потому что я хочу побыть в тишине. Пожалуйста, мог бы ты не бить? Или подожди секунду, я сейчас там, не знаю, 5 минут попью чай, уйду и долби сколько хочешь, к примеру, да. Но вот здесь вот очень важный навык, что мы научиться, и прям когда ты вот, это как отжимание, это психологическое отжимание. Чик-чик, я злюсь сейчас на то, что ты вот так прошел, загородил, я хотел посмотреть на пятно на стене. Я злюсь на то, что ты встал передо мной. Я злюсь на то, что ты сказал слишком громко. Я злюсь на то, что ну и так далее. То есть, понимаете, я зазлюсь не на тебя, а на то, что ты сделал, на то, как ты сказал, там, допустим, на твои слова, на твои поступки какие-то и так далее. Это очень важно. И вот просто для чего нужна такая практика, что ты реально, оно просто вот к обеду, у меня, по крайней мере, как от зубов начало отлетать. То есть начинаешь как практика. Она настолько привычка стала, что ты настолько легко осознаешь, что, на что именно я сейчас злюсь. То есть это становится навыком. И вот этот навык его надо тренировать, как и любой другой. И вот все, о чем я вам сегодня рассказал, то есть попробуйте внедрить, вот первое, это вот таблицу просто писать. Для начала даже вот этого одного вот так будет достаточно, потому что это накопит уже какой-то материал и создаст какую-то базу в понимании, чем я наполнен, что это такое, откуда это произрастает, из каких мыслей это течет, да, и адекватно это или нет. И это уже будет огромный, то есть такой базис. На том дальше вот эти тонкие вещи, да, когда мы уже начинаем распознавать эмоции, когда мы начинаем понимать убеждения, мы можем уже в убеждение зайти, разломать его, это убеждение, разрушить. Это огромная работа тоже. Затем создать новое убеждение. Мы, по сути, свою психику перепрошиваем. Это огромный объем работы, требующий знаний, силы. Это не происходит просто то, что нам на семинар сходили или еще куда-то, или книжку там прочитали. Это требует практики и навыка. Вот. Если больше вопросов нет, я напишу, где я напишу. Я здесь же напишу название книг и авторов, даже сфотографирую вам. Если больше вопросов нет, давайте прощаться. Я от души благодарю вас за интерес. Мне очень это важно, потому что, знаете, вот еще я выскажу просто душевную боль. У меня какой-то момент случился, что я реально стал думать, что все, что я делаю, нафиг никому не надо. То есть я понимаю, какой объем знаний сейчас накоплен, и он никому не нужен. В какой-то момент у меня такое даже депрессивное немножко состояние начало появляться. Поэтому я очень благодарен вам за внимание, за то, что вы пришли и послушали мой эфир. Будем на связи. Благодарю. Всего доброго.